Если ты занимаешься наркотиками, то тебя, скорее всего, пристрелят рано или поздно. Потому что всех, кто у нас на побережье занимался чем-либо связанным с наркотиками, все рано или поздно на тот свет уходят. Всем привет, это Коста-Рика. Мы встретились с Алексеем. Сегодня он расскажет, как он здесь оказался. Скажи, пожалуйста, почему Коста-Рика? Коста-Рика, потому что, запала в душу, скорее всего. Легла прям сразу на сердце. Потрясающие пляжи, замечательный климат и очень хорошие люди. Люди здесь прям душевные все. И, за 4 года в жизни в Коста-Рике я, в принципе, для себя особо минусов не обнаружил. В основном одни плюсы. Очень хорошая страна. А как долго ты выбирал страну, куда поехать, переехать? 5 дней. 5 дней? И из России выбирал? Я вообще из России поехал вначале во Флориду. Тампа-Бэй, Санкт-Петербург. Был выбор прост, я из Санкт-Петербурга родился, вырос. И поэтому ты выбрал этот город, Выбрал, да, Сент-Пи, как деревня, где пожить. И очень классно. Америка другая цивилизация, но людей очень много. И надо постоянно работать, много делать, много трудиться. И денег иметь, хороший кошелек. Начал путешествовать по Латинской Америке, и буквально на второй день путешествия в Коста-Рике я сказал, я не хочу смотреть национальные парки, не хочу ездить тут по культурным местам. Покажи, что здесь есть земли. И на 5-й день нашел участок, который купил на 5-й день путешествия. Так совпало, что человек очень хорошую цену выставил, я не смог устоять, говорю, да, давай, все, внес аванс и полетел в Россию продавать квартиры, чтобы расплатиться за землю. Вот. Где-то полгода это у меня заняло. А какая цена вообще вышла земли? Цена земли вышла 30-35 тысяч долларов. При условии, что такой участок стоит $1100. И они мне разрешили внести $2000 буквально аванс. И я уехал на полгода. Через полгода только привез остальную часть денег. Все закончилось успешно, сделка завершилась отлично. И я начал строить здесь 2 дома под сдачу и 1 дом для себя, для жизни. Вот, в принципе, по идее, что тянуло все-таки жить на берегу океана, почувствовать эту жизнь серферская, природная, эко-натурал, куча животных, все на неком вайбе, очень приятный контингент людей вокруг живет. Если что-то у тебя в жизни случилось, и ты такой раздраженный, грубый, то на самом деле достаточно просто выйти из дома. Выйти из дома, пойти прогуляться, сходить до пляжа. По пути к пляжу твое настроение изменится на позитивное, а вернешься домой вообще счастливый, улыбающийся, довольный жизнью. Круто. На самом деле здесь классно в этом плане. Люди очень все интересные, многогранные, интересные личности здесь живут. А сколько стран ты посетил в Латинской Америке, прежде чем в Коста-Рику попасть? Конкретно Латинской Америки я как начал в Коста-Рику, поехал и сразу же здесь и остановился. Другие страны? Другие страны. Я был в Никарагуа 1 день, в Панаме 1 день, но это не посещение больше. Много путешествовал по Европе, много путешествовал по России, много путешествовал страны Египет, прочее.
Но как-то так жизнь сложилась, затянула в Коста-Рику и не отпустила. Прям. Ты уже здесь легализовался? Я здесь уже полностью легализовался, получил документы, паспорт местный. И много здесь работаю. Работаю здесь как архитектором, так и строителем. Делаем строительные подрядные работы. Построил 9 домов в Коста-Рике. Примерно, может даже 10 уже. Я уже сбился с счетом. Как бы. То есть ты по образованию архитектор? По образованию, да, промышленное гражданское строительство. И всю жизнь занимался строительным бизнесом и инвестициями. Инвестиции в недвижимость. Сейчас построил, вот, по сути дела, как Airbnb бизнес, который приносит нам стабильный доход, стабильный в сезон. Потому что здесь очень большая сезонность в Коста-Рике, и надо это учитывать. Где-то полгода в году это у тебя фуль, все хорошо. Остальные полгода как повезет, то есть неизвестно. Какие-то годы были очень хорошие, сейчас же годы, когда совсем немного, слишком много появилось Airbnb бизнесов, слишком много появилось отелей, домов, и вся эта, я считаю, вообще весь это направление бизнеса сейчас больше предложения, чем спроса. Даже за 4 года, вот я сколько здесь нахожусь, в нашем поселке было, наверное, 2 всего таких типа бизнеса, а сейчас это штук 20 за 4 года. И раньше это всегда фуль, а теперь это в подвешенном состоянии, средненько. Но все равно прекрасно, жизнь прекрасна. Люди, все равно все это люди-экспаты, все приезжают с деньгами, веселые, счастливые люди, довольные. На побережье редко кто приезжает просто так. А как ты решился купить землю? То есть у тебя был какой-то план или все спонтанно произошло? План был вот на второй день путешествия, я говорю, хочу жить на океане. У меня всегда была мечта жить на море. Я думал перебраться на Черное море и Средиземное море, даже рассматривал земли. Но когда я увидел красоты данного побережья, Тихого океана, с побережьем, по которому я езжу по 30 километров в день, это в одну сторону, на байке гоняю, плюс просто прогулки, национальные резервации и 0 людей, ты один, ты по факту не видишь вот этой цивилизации как массы. Людей здесь, каждый это уникальная единица. Если ты встречаешь и человека и с удовольствием с ним общаешься, болтаешь, поддерживаешь отношения. Ой-ой. Русскоговорящих здесь вообще много? Здесь немного, здесь, наверное, семей 10 в округе живет максимум, а то и меньше. Вот, именно в нашем районе. Мы находимся в центральном районе Тихоокеанского побережья Коста-Рики. То есть регион называется Эстериус. И рядом с нами 10 минут на машине Хако, город. Один из крупнейших городов Коста-Рики на побережье. Там есть все, все, что нужно для жизни. Торговые центры, гипермаркеты, миллионы ресторанов. Вообще все, что есть, как микрорайон города современного. Вот. Также есть Мануэль-Антонио, национальные парки, яхт-клубы. Можно кататься на рыбалку в океан. Помимо рыбалки здесь у нас киты плавают, сезоны, то есть ездим, природу изучаем, смотрим. Много водопадов, куча хайкингов и много различных зверушек. Какие минусы ты здесь встретил? Минусы
Минусов не так много. В основном это отношение костариканских людей к их образу жизни. То есть, в принципе, может быть, это из-за того, что они немножко в своем пуровидомире живут, и для него вот эта красота внутреннего дома, убранства, внешнего состояния своего, это по всей Латинской Америке чувствуется. Они живут в бараках, в сараях, ржавые крыши, ржавые стены. И это, конечно, портит сильно внешний вид локации, в отличие от тех же, когда ты ездишь по Азии, там все заботятся о своем доме, о своем этом, памятники, какие-то штуки. Здесь такого нету, здесь он прибил железные листы на стены, железные листы на потолок, и вот это его дом. В то же время он говорит, костариканец, что он домой ходит только спать. Поэтому он пришел, глаза закрыл, зачем ему бетонные полы там. Поэтому кровать на землю бросил и живет. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Вот. И это как основной минус Коста-Рики, что до сих пор большая прослойка бедноты, бедного населения, который не хочет выбраться из этой бедноты только по одной причине, что его все устраивает. Бананы, кокосы растут, побережье есть, пляж, все, работать можно, не работать, пойдет там, похалтурит, водочку купит себе и счастливый на пляже лежит. Вот. А как костариканцы к иммигрантам относятся? Очень хорошо. К русским вообще отлично. Не очень ко всем американцам, а россиян очень любят. Для них мы какие-то некие «О, руссо, о, ты откуда-то приехал там издалека». Очень... Были ли какие-то проблемы, которые ты встречал здесь в стране? Таких серьезных проблем никогда не было. В основном здесь проблема, что долгая не бухгалтерия, а долгая бюрократия, я бы сказал. То есть в любой орган, в любое это разрешение на строительство, различные документы, да, будь страховки и прочее, это все занимает недели, месяца иногда. Хорошо это, если тебе там сказали, через месяц будет готово. У них самая главная проблема, что они тебе обещают одну дату и делают ровно в 2 раза дольше всегда. То есть, если они тебе сказали, завтра будет готово, можешь приходить спокойно там, через 2-3 дня, потому они это, извини, маньяна, завтра и все, и ничего ты ему не скажешь особо. Очень не пунктуальные. То есть, если он тебе сказал, что «О, дорогой, я 100% приеду к тебе завтра утром», это совсем не означает, что он к тебе приедет завтра утром. Это монетку можно кинуть и с тем же успехом угадать.
Какая местная кухня Коста-Рики? Местная кухня, в основном они едят касадо, все местные едят рис, бобы. На самом деле довольно-таки здоровая, хорошая кухня. В плане, это ты каждый день ешь на завтрак рис, бобы, яйцо. На обед рис, бобы, стейк. На ужин рис, бобы. Ну и все это с салатами, естественно, с кучей овощей. И рыбы много этих атлантической. Вот. И любят они еще зажаривать здесь такой чичерон, типа нашего шашлыка, но капец зажаренный. То есть зажаренный до такой степени, что ты его сухой разрываешь уже. Но они здесь это вообще очень любят. Вкусная штука на самом деле. Есть у них различные сладости костариканские, но мы в основном, я питаюсь все равно с традиционной кухней. Мы едим овощи, салаты, фрукты, мясо, по минимуму вредного, только в основном полезные. Какая здесь преступность? Есть ли вообще тут, скажем так, опасные районы? Преступность здесь... Вообще, в принципе, преступность здесь присутствует. Здесь есть воровство. Могут у тебя что-нибудь украсть. В основном, когда ты этого не увидишь никогда. То есть ты не встретишь человека, который у тебя это своровал. Мелкие воришки, я их так называю, много не воруют, залезают, когда в дома. Вот у нас у всех случаев, что были, ничего серьезного не воровали. Кроме одного случая, был один случай, когда залезли к австрийцам. Они были дома, у них был сейф, и эти люди знали, видимо, по наводке, приехали, прикладом дали по голове, заперли в комнате, забрали сейф, положили в их машину и уехали. Старые пожилые люди, лет по 80 людям. Вот один случай знаю за 4 года, который здесь вот такой вот серьезный был. Все остальное здесь довольно-таки безопасно, если ты не занимаешься наркотиками. Если ты занимаешься наркотиками, то тебя, скорее всего, пристрелят рано или поздно. Потому что всех, кто у нас на побережье занимался чем-либо связанным с наркотиками, все рано или поздно на тот свет уходят. А обычных граждан не трогают, и вообще, в принципе, очень безопасно все. Даже гангстеры, которые у нас тут есть, они будут с тобой с удовольствием дружить, общаться, и никогда ты не узнаешь, что он, оказывается, киллер какой-нибудь. Какие бы ты дал рекомендации людям, которые хотят приехать в Коста-Рику? Стоит, не стоит приезжать на сегодняшний день сюда? На сегодняшний день страна очень дорогая. Здесь надо иметь хороший бюджет. Если вы любите богатую жизнь, хорошо, вкусно кушать в дорогих ресторанах, то тут все это есть на самом деле. Все есть для того, чтобы жить дорого-богато. Чтобы жить средним классом, здесь тяжело. Здесь очень дорогая еда, очень дорогое вообще жилье здесь. Постоянно требуется куда-то что-то заплатить. Поэтому, в принципе, если доход хороший, то вообще не вопрос. Хорошая страна. Главное, что из многих стран Латинской Америки я чувствую здесь себя в окружении таких же богатых людей все равно. Много состоятельных людей, много людей, которые чувствуют себя по жизни не за деньги как бы живут больше за красоту, за мир, за природу. Если вы любите природу, то, естественно, Коста-Рика вообще просто рай, мекка всего, что связано с это National Geographic, как это. Ты живешь каждый день в National Geographic.
У нас были моменты, когда мы месяц ездили только вокруг дома, там в часе езды вокруг дома. И это каждый день было новое место, новые животные, новые места, новые водопады, хайкинги, различные серфинги, речки, рафтинги, каякинги, горячие источники. Здесь есть все, чтобы наслаждаться жизнью, кайфовать, получать удовольствие. Чем Коста-Рика отличается от других стран Латинской Америки, как ты считаешь? Я думаю, своей дороговизной как раз. И это ее плюс, как и минус. В основном... То есть люди сюда приезжают только с деньгами или как сюда попадают вообще? Да, я считаю, это огромный плюс, что здесь все дорого. Уровень населения в итоге остается в основном только богатый, хороший. Те, кто приехали сюда со средним кошелечком, и потом такие, за что мы вот лучше поедем. У меня не хватает, по сути дела, это как выражение, что у меня не хватает бюджета, чтобы потянуть эту страну. И уезжают в Мексику. В Мексике все в 5 раз дешевле. Но и контингент людей вокруг тебя будет такой, который, им не надо париться по жизни, не надо зарабатывать и стараться. Если все в 5 раз дешевле. И начинаются различные ситуации, бывают ситуации, все эти ситуации обычно связаны с таким уровнем населения. Берите больше денег и приезжайте в Коста-Рику. Вот такие рекомендации от Алексея. Остались вопросы, пишите в комментариях.